А вы знаете, когда обязательно надо застегнуться на все пуговицы? Пуговичка, пуговка, пуговица. Не правда ли странное название для этого обычного предмета? Неужели оно произошло от глагола «пугать»? Хотите верьте, хотите нет, но это именно так. Кого же, спросите вы, может напугать такая крошечная и безобидная штучка? Но давайте все по порядку. Пуговицы в самом привычном для нас виде диска с 2 или 4 отверстиями посередине и петелькой для застегивания появились в XIII веке в Германии. А история изобретения пуговицы уходит корнями в далекое прошлое. В те незапамятные времена люди только научились изготавливать себе одежду. И для скрепления ее краев просто связывали их узлом. Немного позже для этих целей стали использовать уже шипы растений и кости животных. Потом появилась шнуровка. Но первобытным людям хотелось большего удобства, и примерно в 2800 году до нашей эры появились первые пуговицы. Самые древние из них найдены археологами на территории современной Индии. На заре человеческой цивилизации пуговицами были плоские камушки и ракушки с дырочками посередине, деревянные брусочки. Немного позже люди научились придавать пуговицам практически любые формы. Это мог быть и круг, квадрат, треугольник, шар и даже форму гирьки. В бронзовом веке появились первые пуговицы из металла. Древние египтяне любили пуговицы, пряжки, а пуговицы на одеяниях уже жителей Древней Греции и Рима напоминали роскошные броши. В средние века пуговицы почти не использовались, а настоящим триумфом пуговицы стала эпоха Возрождения. Пуговицы стали настоящим произведением искусства. Их делали из серебра, золота, слоновой кости, жемчуга, коралла и янтаря. По количеству пуговиц на одежде можно было судить и о положении человека в обществе. На мужском костюме знатного горожанина можно было насчитать более 500 пуговиц. И сама одежда могла стоить меньше, чем пуговицы, на которые она застегивалась. Пуговицы золочены, а сам 3 дня не евши, шутили в старину. На Руси пуговице изначально придавалось значение оберега. Это было основной функцией пуговицы. Именно поэтому возникло такое название – пуголовка. Пуговица. Такие пуговки не пристегивались к одежде петелькой, а просто пришивались к ней, как оберег. Очень часто внутрь пуговицы помещали дробинку, каплю олова, камешек. Это был защитный амулет, и он должен был издавать при ходьбе человека негромкий звук, напоминающий бубенчик. Так наши предки защищали себя от дурного глаза. Позже для изготовления пуговиц стали использовать уже кожу, стекло, фарфор, эбонит и в середине уже 20 века пластмассу. Но о магических свойствах такого древнего аксессуара, как пуговица, мы помним и сейчас. И вы знаете, существует достаточно множество примет, поверий, связанных с пуговицами. Считается удачным, если на одежде будет четное количество пуговиц, поэтому если одна из них потерялась, надо сразу же пришить недостающую. При встрече же с неприятным вам человеком нужно немедленно застегнуться на все пуговицы, они уберегут вас от негативной энергии. Также считается вредным пришивать пуговицу к одежде, которая надета на человека. Так можно зашить память и ухудшить свои умственные способности. Не рекомендуется пришивать оторвавшуюся пуговичку в канун Нового года, для того, чтобы не захватить с собой в Новый год проблемы года уходящего.
Ну а для облегчения родов все, кто присутствовал в доме, обязательно должны были расстегнуть все пуговицы на своей одежде. Найти пуговицу на улице всегда было самой благоприятной приметой, особенно если пуговица была белого или красного цвета. Удачнее всего находка была с 4 отверстиями. Тогда вам будет сопутствовать удача все последующие 4 сезона. Но ни в коем случае не поднимайте с пола пуговицу с ниткой или обрывком ткани, какой бы красивой она ни была. Так вы можете впустить в свою жизнь злую силу. С найденной счастливой пуговкой можно провести простой, но очень действенный ритуал на исполнение ваших желаний. Обряд проводится в новолуние или на растущей луне. Для этого нужно сначала сжать пуговичку в кулаке и загадать самое сокровенное желание. Желание должно быть понятным и четко сформулированным. После этого пришейте пуговку с внутренней стороны своей самой любимой одежды, которую вы часто носите. Но пришить, друзья, нужно так, чтобы кроме вас никто не знал о ее существовании. Делая последний стишок, произнесите следующие слова: что загадано исполнится, что пришито не уйдет. И ожидайте позитивных изменений в своей жизни. Помните, магия пуговки может гармонизировать и ваши отношения с супругом. Подыщите небольшую пуговицу и пришейте ее к рубашке мужа в незаметном месте, чтобы он гарантированно ее не нашел. И вы будете приятно удивлены добрыми переменами. Замечательным способом привлечь в свой дом достаток, удачу, изобилие. Вы знаете, это является хранение большого количества пуговиц в одной большой круглой коробке. И если время от времени перебирать в руках разноцветные пуговички, то, друзья, вы наколдуете себе и своей семье достаточно много хорошего и приятного. Поэтому обязательно используйте в своей жизни такой простой аксессуар, как пуговицы. И всегда вы можете с помощью пуговиц защититься от недоброго глаза. Друзья, вот такие сегодня народные советы мы хотим вам дать касательно пуговицы и касательно того, как вы в свою жизнь можете привлечь деньги, изобилие и достаток. Друзья, будьте благополучны, будьте счастливы, будьте удачливы. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.